Ветер холодил даже самую теплую одежду, когда Иван, опытный охотник и рыболов, медленно брел вдоль берега реки, где снежный покров скрывал многие тропы, знакомые ему с детства. Он хотя бы раз в неделю проверял капканы, расставленные здесь месяц назад, надеясь поймать что-нибудь, чтобы прокормить себя в этих суровых зимних условиях, суровых не только по своей природе, но и по испытаниям, которые она приносила. Каждый миг на улице становился настоящим испытанием для тела, ведь зима настала в полную силу, и было ощутимо, насколько холоднее стал воздух, который резал лицо, как острое лезвие. Порывистый ветер шептал о том, что кто-то, возможно, ждал его помощи, однако Иван не обращал на это внимания, полностью сосредоточившись на своей задаче с упорством, присущим искушенным исследователям туннелей, проложенных в эту холодную пору. Его мысль о том, чтобы найти средства к существованию, оставалась в приоритете. Вдруг Иван услышал звук, который его насторожил, как будильник, сигнализирующий о надвигающейся беде. Это был низкий, хриплый рев, и он понимал, что это ненормальное поведение животного, особенно в такой холодный день. Принюхавшись к зимнему воздуху, он почувствовал, что в нем есть что-то другое, мокрое, испуганное, безнадежное. Подойдя ближе, он увидел, что среди криков чаек и льдин, пробивающихся сквозь ледяную воду, происходит нечто невероятное и жуткое. Молодой бурый медведь, оказалось, провалился в ледяную воду, почти весь сокрытый под толщей льда, испытывая последний предел своей силы. Лед вокруг него уже был окрашен кровью, и даже с расстояния Иван мог различить, как медведь беспомощно держит голову над водой, тормозит свои дальнейшие попытки выбраться, и это зрелище вызывало у него ощущение безграничной боли и печали. Его шерсть, слежавшаяся от замерзшей влаги, и понуренная голова говорили о том, что этот медведь был на грани, и если не действовать быстро, он обречен как символ утраченной надежды. Смертельная усталость была видна в его глазах, полных отчаяния, где отражалась вся безнадега этого мира. Иван мог видеть, как живое существо борется с природой, смертельно усталым, без шанса выжить. Он замер на мгновение, взвешивая ситуацию в своей голове с тревожным сердцем, и, не зная правильного решения, он задавал себе вопрос: уйти или помочь? Решение не приходило мгновенно, но мысли о том, что этот медведь — еще одна живая душа на этой планете, были слишком громкими, чтобы их игнорировать, и они напоминали ему о том, что множество жизней пересекаются в этом мире, и настало время проявить человечность. Прошлое спокойствие на ненадолго уступило место новым внутренним противоречиям. Рисковать своим здоровьем или попытаться спасти того, кто оказался в безвыходной ситуации. Каждый миг его раздумий становился все более напряженным, натянутым, как струна музыкального инструмента, готовая лопнуть в любой момент. И вот, не осознавая повседневной жизни, принял решение, как если бы в нем загорелся огонь решимости. В голове у Ивана закрутился план. Он буквально не мог оставить медведя на произвол судьбы, и это стало частью его сущности в этот холодный день. Господи, кто-то же должен его спасти! Рискуя своей безопасностью, он решил помочь этому зверю, который еще недавно был полон сил и грации. Рисковать именно одного, чтобы спасти жизнь другого, это был моральный выбор, который позволил ему действовать, на момент забыв обо всех опасностях, которые могут поджидать его в таких обстоятельствах. С каждым шагом, который он делал, Иван увеличивал свою уверенность и крепчал, как дикая природа, в которой он жил и дышал.
Иван быстро нашел оленью тушу, которую оставил в стороне, и использовал ее как приманку для медведя, видя, как его животное, озабоченно удерживаясь на льду, реагирует на запах. С трудом он бросил мясо в сторону медведя, все еще удерживая силу своего тела и возможности, проверяя свои ресурсы и силы. Зверь, выжидая среди льда, теперь был привлечен резким запахом свежеобработанного мяса и хоть на мгновение мог отвлечься от ужасных условий, которые его окружали. Иван стал ловко рубить лед топором, зная, что каждое движение должно быть быстрым и точным. Каждый удар отскакивал от кромки, заставляя его волноваться о том, успеет ли он, прежде чем медведь потеряет последние силы и опустится под лед навсегда, унося с собой дыхание природы. Каждый звук, казалось, вызывал ответный вздох от медведя, который сейчас был не просто диким животным, но сущностью, монументом природы, и это побуждало Ивана работать быстрее, пока не возникла последняя надежда. Наконец лед был прорублен, и по мере того, как медведь пытался сделать шаги к спасению, Иван понял, что его передние лапы не держат его, и он бесконечно старается выжить без надежды. С ужасом он осознал, что медведь не сможет выбраться самостоятельно, и его усилия лишь затягивают каждый момент. Исходя из своих прежних опасений, Иван знал, что их шансы на успех уменьшаются с каждой секундой. Постепенно он использовал брезент и веревку, чтобы вытащить его из ледяной ловушки, и его руки трудились как механизмы с желанием помочь. Израненный и истощенный, медведь не проявлял ни малейшего сопротивления, просто лежал на льду, тяжело дыша, как если бы последние силы оставляли его, и знаки жизни постепенно становились все глубже и глубже. Осмотрев раны, он решил перенести медведя в свою избушку, чтобы оказать первую помощь, и это решение пришло к нему как стремление дельца изначально, когда его сердце разрывалось от мысли о том, что никто не может остаться беззащитным на произвол судьбы. Это был даже не вопрос выбора, а необходимость не оставлять беззащитного зверя на произвол судьбы, причем этот вопрос не давал ему покоя, как трудный вечер без просвета. Будучи уверенным в правильности своего решения, он завернул его в брезент и, чувствуя, как медведь вновь теряет возможность, его внутренний голос шептал ему, чтобы он поторопился и вновь привел его в порядок. Он вез его на снегоходе по заснеженной дороге, каждый поворот которой был ему знаком, а скрип снега под колесами образовывал мир, где каждое движение было наполнено надеждой. Путь к зимовью казался вечным, но он знал, что должен сделать все, чтобы этот медведь выжил и стал символом неугасимой надежды и жизни, возвращающейся к своему естественному состоянию. В избушке он тщательно расчищал угол и создавал медведю комфортное лежбище, собирая одеяло и подушки, к которым человек, пришедший из зимней метели, был не в состоянии привыкнуть. Здесь, в удобстве и уединении, он чувствовал, что может дать ему шанс на выздоровление, а каждый момент становился чуть более интимным и наполненным значением. Раны обмывал теплой водой, удалял осколки льда и грязь, смазывал антисептической мазью и забинтовывал лапы, как если бы это был его собственный травмированный друг. Все эти действия были для него скорее ритуалом, чем просто механическими работами, продиктованными необходимостью. Медведь сначала лежал неподвижно, изредка открывая глаза, словно не веря в свою удачу, но в этот момент Иван понимал, что он делает нечто большее, чем просто дает надежду. Он тем самым меняет судьбы, одним своим решением даря шанс на спасение. Первая неделя была настоящим испытанием, когда, казалось, все поддерживало теории о том, что все животные дикие по своей природе.
Медведь все еще оставался страшно слаб, и Иван каждый день менял повязки, переживая за его здоровье. Чувствуя страх за судьбу этого дикого животного, он готов был сделать все, лишь бы это существо выжило. Сначала зверь напрягался, когда Иван подходил, как если бы нашествие человека выглядело для него угрозой, но постепенно привыкал к нему, и их связь становилась все более осознанной и доверительной, как свет во тьме. Он уже не воспринимал человека как врага, а скорее как необъяснимую силу, которая пришла в его жизнь, когда все казалось потерянным. Каждый день приступы заботы над ним превращали их взаимное существование в нечто большее, чем простое спасение, и это засвечивалось в их дыхании и взгляде, которые пересекались в тишине. Иван стал ловить рыбу, принося медведю не менее 5 килограммов в день, когда сам расширял свой рацион тоже, и его тело становилось более жизнерадостным в этот длинный путь. С самого начала медведь ел неохотно, из-под-тишка, как будто не верил, что его даже сейчас кто-то пытается спасти, но вскоре его аппетит возрос, и он начал наслаждаться каждой порцией, словно понимал, что его жизни на данном этапе ничего не угрожает, а каждый кусок — это еще один шаг к восстановлению. Иван не раз смотрел на него через щель в двери сарая, видя, как животное начинает обретать силы и возвращаться к жизни, как цвета весны, пробуждающиеся после зимней спячки. Каждый раз, когда он открывал дверь, он чувствовал гордость за то, что спас это существо, что решил прийти ему на помощь, ведь это было рождением чего-то гораздо большего, чем просто обязанность. Прошла 2-я неделя, и медведь окреп, словно весомая гордость самого Ивана. Каждое утро он стучал когтями по двери, прося завтрак. Сотрудники, даже запоздалые посетители, озадачивались, видя их странную связь. А Иван понимал, что они уже не просто человек и медведь, а что-то большее, невыразимое в словах, но осязаемое в атмосфере их общения, теплом ожидании и взаимной любви, которые они, возможно, не могли осознать. Искренность этого момента была почти духовной, как если бы в каждую клеточку его тела пронизывал свет понимания. Это единство, рожденное в условиях зимних трудностей, давало силу обоим, и они оба чувствовали эту связь, возникшую из недоверия, но укрепившуюся с каждодневной заботой. Это был действительно бесстежный момент, о котором они могли только мечтать в одиночных пробуждениях своей жизни. Тем не менее, сарай стал мал для медведя. Увеличенные размеры животного говорили о том, что ему необходимо больше, чем этот маленький замкнутый ареал. Иван понимал, что пришло время вернуть его в тайгу, где он сможет познать свой дом заново, а не чувствовать себя узником зимовища. Это был сложный выбор, и он чувствовал остроту утраты, которая скоро должна была его посетить как гость, неожидаемый безмолвно. Он выбрал место подальше от человеческого жилья, где медведь мог бы снова стать частью дикой природы, откуда его вернули, и когда он собирался его освободить, шли небесные светила, и каждый цвет сверкал так, что миг стал вечностью. Тем не менее, решимость его была смешана с грустью, глубоким осознанием того факта, что настоящая свобода зависит от способности отпустить и дать расти и триумфировать в их независимую жизнь. Иван смастерил клетку и давно уже заманил медведя внутрь, зная, что это в его интересах, даже если ему это не нравится. Они вместе добрались до выбранного места, и когда медведь вышел из клетки, остановился, словно перепроверяя, здесь ли он, как если бы все вокруг было странным, непонятным, но знакомым. Их глаза встретились.
Медведь долго смотрел на Ивана, будто прощаясь, и в его взгляде читалось преисполнение благодарности, а затем он медленно пошел к ручью, где чистая зима встретилась с изменчивой, но уверенной пастью воды. Это прощание было наполнено эмоциональным грузом и пониманием, что каждый из них никогда не сможет быть полностью отдан лишь себе. Но они оба стали частью другого, и их души связала невидимая нить. Иван вернулся в свою избушку, и его охватило чувство пустоты, в которой заблудился последний раз и прежде. Он начал убирать следы пребывания медведя, однако память о его существовании осталась с ним, словно отпечаток на сердце, создавая пространство внутри него, где одинокие мысли о соревновательной природе поведения оставлены на произвол судьбы. Часто, глядя в окно, он вспоминал, как спас этого медведя, и о том, как близок он стал к дикой природе, как будто в его собственной природе что-то изменилось. К каждому вздоху, который напоминал ему о том, что мир вокруг него не так одинок, как он привык думать, теплые нежные воспоминания заставляли его улыбаться, а после глубоко вздохнуть, как будто угощая себя памятью о дружбе. Несколько дней спустя он обнаружил у порога избушки крупную рыбу и следы медведя, которые, казалось, возникли из ниоткуда и вновь напомнили ему о той связи, которую они разделили. Среди них был один, смазанный, который явно принадлежал его другу, и каждый раз детские воспоминания о том, как они вместе делали первые шаги, навязывали радость на его лицо. Вспомнив шрам, который остался от тех ран, он задумался о том, что, возможно, этот медведь решил поблагодарить его за все то, что он сделал. В его душе зародилась надежда, что медведь не забыл о его заботе и что он был все еще рядом, в своей непонятной и далекой лесной Одиссее, где дружба сошлась с его повседневными заботами. С каждым годом, когда зима возвращалась, Иван продолжал находить рыбу и другие дары, и каждый случай был своего рода откровением духа. Он начал понимать, что дар — это не просто еда, а язык, позволяющий общаться между двумя столь различными существами, и каждый порыв холодного ветра обострял это чувство единства. Он знал, что медведь приходил, когда его не было рядом, и каждый раз, обнаруживая подарок, он испытывал гордость, как гордятся своим трудом, понимая, что они преодолели различия и стали ближе друг к другу, сохраняющей жизнь. В этом обмене было больше, чем простая зависимость. Это была глубокая связь, основанная на понимании и принятии в самом течении времени. Третья зима не отличалась от предыдущих. Каждый вечер он оставлял угощение для медведя на пороге, а на утро находил заветные подарки, показывая, что природа всегда может удивить и восхитить. С чем-то необъяснимым они продолжали встречаться, хотя никто из них никогда не произносил ни слова, но их взгляды взаимно пересекались, перекрывая тишину вокруг. Это было молчаливое соседство, где каждый понимал другого без слов, и в этом понимании не было обмана, а только настоящая связь, которая стала значащей для них обоих. Их короткие встречи, наполненные настоящими моментами, становились все глубже и сильнее, отражая растущее единство их душ в этот холодный век. История о спасенном медведе оставалась для Ивана чем-то сокровенным. Зимой, когда вечерние звезды пронзали ночное небо, каждый раз, когда он ложился спать, воспоминания о его друге приходили ему на ум.
Он не делился этим с окружающими, зная, что редкие охотники в это не поверят, а потому с каждым днем скрывал свою тайну, беря ее на себя, как товарищем. Иногда он думал о том, как много людей могли бы извлечь урок из его приключения, но это была его индивидуальная заря, что рождала свет в его сердечном тумане, и в итоге он берег это знание в сердце, которое согревало душу долгими зимними вечерами, унося его в мир мечтаний и надежд, заставляя его вернуться к теплым воспоминаниям о своих действиях и решениях. Спустя 3 зимы Иван увидел плоды своего выбора: рыбу на пороге, спокойствие в сердце и новую гармонию с природой, прикосновение, которое всегда оставалось с ним. Тайга больше не казалась ему одинокой, благодаря его невидимому другу, медведю, которому он протянул руку помощи и тем самым изменил свою жизнь. Каждый день становился новым днем, новым испытанием, но теперь он знал, что рядом, в далеком лесу, его друг следил за ним, охраняя его как защитник дикой природы. Их тихая дружба стала частью новой жизни Ивана, и вскоре он осознал, что они связаны не только по судьбе, но и по духу, как два живых существа, которые развиваются и сталкиваются с декабрями зимы, готовые встретиться вновь и заново, чтобы продолжить бесконечное состояние взаимной любви и понимания.